5 ситуаций, в которых проявляется вся суть человека. Для чего нам нужно вообще это знать? Ну, представьте, что вот какой-то есть человек, который вам симпатичен, или вы ему симпатичны, или где-то, скажем, на работе у вас общая команда, и вам надо понимать, этот человек, он стоит того, чтобы тратить на него время и как-то вкладываться вот в эти отношения. Он сам в эти отношения будет вкладываться? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о 5 ситуациях, в которых достаточно быстро можно понять всю суть человека и примерно понимать, как он будет выстраивать дальнейшие отношения с вами. Чтобы просто понимать, стоит ли вам с этим человеком выстраивать отношения более близкие или более такие вот на дистанции. Если вам эта тема интересна, можете сразу поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая ситуация, на которую стоит обратить внимание, это моменты критического выбора между выгодой и отношениями. Представьте себе такую ситуацию. Человек работает на работе, и вот у него появляется возможность куда-то вот устроиться на новое место там, с более выгодными условиями. Он туда устраивается, а со старой работы уходит нехорошо, не попрощавшись, не передав дела, подставив сотрудников. Что это может говорить об этом человеке? Что он не умеет завершать отношения, он не умеет как-то вот выходить из отношений, как вот ребенок в детстве, вот когда вот он играется какой-то игрушкой, видит какую-то более привлекательную, он старую бросает и идет к ней. Когда мы видим такую инфантильную позицию, то мы можем примерно понимать, чем это нам грозит. Если вы выстраиваете с таким человеком отношения, это может закончиться изменой или предательством. Скажем, если вы женщина, встречаетесь с мужчиной, он где-то увидел какую-то более интересную женщину, он не будет с вами как-то прояснять отношения, завершаться, он просто уйдет. Или, скажем, это какой-то партнер, вы с ним вроде бы ведете дела, как только появляется какое-то более выгодное предложение, он также уходит, просто вот вас бросив. То есть это такой способ выхода из отношений. Вторая вещь, на которую мы обращаем внимание, это ситуация стресса или каких-то чрезвычайных ситуаций. Ну вот то, что вот говорят поговорка «друг познается в беде». Ну, в принципе, любые люди в стрессе, они как-то вот познаются. Вы с человеком общаетесь, в обычной спокойной ситуации он обходителен, учтив, такой тактичный, весь экологичный, но вдруг вот вы попадаете, скажем, в пробку и куда-то опаздываете, или, скажем, вот рейс ваш задерживается, то есть легкая какая-то такая стрессовая ситуация, и вы видите, что он становится грубым, раздражительным, каким-то таким токсичным, может даже орать начинает. То есть вот этот человек, который так ведет себя в стрессовой ситуации, он не умеет себя как-то, вот, ну не знаю, там сбалансировать, у него нет внутренней устойчивости, он, когда что-то ему не нравится, он срывается на окружающих. Соответственно, если вы собираетесь с ним выстраивать любые долгосрочные какие-то стабильные отношения, что вы собираетесь с ним встречаться, что это какие-то деловые отношения, любые такие отношения предполагают какие-то кризисы, ну что-то уж точно будет. И значит, во время этих кризисов есть вероятность, что он будет вот так себя вести, будет срываться, не знаю, кричать, будет таким вот токсичным, потому что, ну, это такой его способ реагирования на стресс. Поэтому вы сразу можете понимать, насколько вам комфортно с этим человеком дальше идти в какие-то отношения. Третья очень важная вещь, которая показывает суть человека и, собственно, его какую-то зрелость, это то, как он сталкивается с неудачами и поражением. Ну, предположим, я не знаю, там, скажем, какой-то экзамен или подача документов для устройства на работу, или, ну, вот какие-то вот такие вот важные вещи, какой-то вот, не знаю, вызов в жизни у человека, и вот у него вдруг не получилось, отказали ему. Как он себя ведет? Одни люди, ну, скажем, они злятся по этому поводу, вторые настойчиво пытаются еще раз, третьи как-то раскисают, четвертые, там, не знаю, ну, берут себе время немножко отдохнуть и тоже пробуют еще, но через время. То есть в зависимости от того, как человек себя ведет, когда он сталкивается с какой-то вот неудачей и поражением, вы можете примерно понимать, как он будет сталкиваться с возможными кризисами в ваших дальнейших отношениях. То есть когда вот вы в отношениях не можете договориться где-то, а мы часто, когда находимся в отношениях, ну, сталкиваемся, что вот в этом месте легко договориться не получается, нужно как-то вот, ну, не знаю, прилагать усилия. Вот он будет прилагать усилия к тому, чтобы договариваться так, как он обычно себя ведет. Если человек обычно раскисает и вот, не знаю, руки опускает и куда-нибудь там уходит, ну, скорее всего, если у вас будет какой-то кризис, он просто уйдет из отношений. Если он какой-то вот настойчивый, а, скажем, вам не очень хорошо, когда вас продавливают, то вы, возможно, столкнетесь с какой-то такой настойчивостью. То есть, когда вы не можете договориться, человек, он будет навязывать свою волю, потому что он так привык сталкиваться с какими-то, ну, не знаю, неудачами и сложностями. Или если вы замечаете, что человек обычно, когда сталкивается с какой-то неудачей, берет себе время отдохнуть и потом пробует чуть позже еще раз, а у вас высокий уровень тревоги и вам нужно какие-то, вот, не знаю, кризисы там, и договоренности тут же вот решать, то опять же вам будет некомфортно с этим вот человеком, вы будете его, наоборот, подталкивать, давай быстрее как-то решать вопросы. Четвертая ситуация, на которую мы обращаем внимание, это когда вот неожиданный успех или неожиданное признание свалилось на человека. Это вот то, что когда случается звездная болезнь, когда там шальные деньги. В такой ситуации человек может резко поменять круг своего общения. И что это может говорить? Если человек отношения с другими людьми выстраивал из каких-то своих невротических потребностей, то есть не из желания выстраивать стабильные отношения, а из желания, ну не знаю, получать какое-то признание, чтобы снизить свой уровень тревоги, потому что есть люди, у которых я могу, ну, не знаю, там, получить какую-то помощь, чтобы это люди были статусные, они как-то подтверждают мой статус. Как это бывает у нарциссов. То есть эти люди мне нужны, я с ними нахожусь в отношениях, но эти отношения нужны не потому, что
что мне значимы эти люди, не потому что я их люблю, не потому что у меня с ними какие-то вот стабильные отношения, а потому что важно, что в моем круге были эти люди. И как только я становлюсь, ну скажем, на порядок богаче или на порядок какой-то более знаменитый, то эти мои невротические потребности теперь должны удовлетворять другие люди. Я без каких-то зазрений совести с этими людьми прекращаю общаться и нахожу каких-то других людей, там, скажем, где-то вот в этой вот такой богатой богеме, там, ну, более, скажем, богатых людей или людей более известных, потому что теперь только они смогут удовлетворять мои невротические потребности. Если же человек находился с людьми в отношениях таких, ну, более-менее здоровых, каких-то гармоничных, то даже если он стал богаче, если он стал, не знаю, там, более известный, то ему все равно важны эти люди, потому что есть какой-то вот контекст этих отношений, есть история этих отношений, есть уже определенная такая здоровая привязанность. Есть очень много таких трогательных историй про всяких знаменитостей, которые резко стали знаменитыми или там резко разбогатели, но при этом они вот до сих пор там, не знаю, дружат со своими школьными друзьями, которые, скажем, ну, совершенно другого с ними социального класса. Это всегда очень трогательно. Но это означает, что у людей есть не невротические, а такие вот гармоничные, здоровые отношения. Пятая ситуация, на которую мы обращаем внимание, это отношение к людям с иной точкой зрения или с иным статусом. Ну, предположим, вы человеку говорите, что мне кажется, что онлайн-обучение это такие реалии сегодняшнего дня. А он говорит, что нет, только живое обучение, оно нормальное, а офлайн-обучение это фигня, мнение твое дурацкое, и сама ты там чуть ли не дура. О чем нам это говорит? Что человек не умеет договариваться. То есть, если есть какая-то точка зрения у него, вот он на ней стоит, и ему плевать на мнение окружающих, вплоть до того, что он их как-то готов унижать и обесценивать. С таким человеком, выстраивая отношения, вы должны понимать, что вы не будете договариваться. Мне, например, сложно понять, как вообще можно более-менее серьезные отношения выстраивать с человеком, который не готов договариваться. То есть вот сходу вы можете понимать, ну, на это время, возможно, тратить не стоит. А потом стоит обратить внимание на то, как человек относится к людям с другим статусом. Скажем, вот человек там как-то вот высокомерно и грубо ведет себя с официантом или где-нибудь с продавцом. Ну, вроде как это обслуживающий персонал, вот у них статус там хуже, чем у меня, и, соответственно, я могу себе позволить так, типа, о них там ноги вытирать. Или, скажем, вот он лебезит перед начальством, или встретил какого-то там известного человека, который там, ну, более известен, более богат, и он прям такой вот весь растекается. Что это может говорить об этом человеке? Что для него вот это вот чинопоклонение, вот эта вот иерархичность, она очень важна. Он очень вот ценит это. Он действительно верит в то, что люди, которые на данный момент, скажем, меньше зарабатывают или какой-то имеют чуть меньший статус, они менее значимы в целом. Не только статус их ниже, а и сам человек ниже. Или если человек имеет больший статус, там больше заработки, то и человек, значит, он более важен, чем, например, я. Соответственно, в такой ситуации, если вы с ним находитесь во взаимоотношениях и статус кого-то из вас поменяется, то точно знайте, что и отношения ваши поменяются. Если вдруг он получит повышение, он с вами будет общаться как с каким-то, не знаю, там, холопом. Если вы получите повышение, то он будет вам заглядывать в глаза, лебезить и всячески так вот, ну, не знаю, льстиво с вами разговаривать. То есть человек, который склонен к чинопоклонению, для него очень важна вот эта иерархия. Это системный человек, такой человек служивый. Вот ему важно служить в рамках какой-то системы. Он не готов к свободным отношениям. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, ну, скажем, люди, там, женщины в частности, пишут мне личные сообщения в соцсетях и задают вопрос. Вот я собираюсь встречаться с каким-то человеком, он таким-то образом себя ведет, я не знаю. Вот, а я боюсь, что это будет нарцисс, потому что у меня раньше были там отношения с нарциссом какие-то, не знаю, что-то абьюзивное такое. Как понять, что вот этот человек, он, ну, вроде бы как безопасный? У меня по этому поводу есть курс, который называется «Про отношения». Ссылка на этот курс будет в описании под видео. Мы там с вами разбираем, что такое разрушительные отношения и здоровые отношения, чем они отличаются, как понять, в каких-то отношениях находится. Мы разбираем то, как выйти из разрушительных отношений, если ты прям находишься сейчас в разрушительных отношениях, как это сделать максимально экологично, так, чтобы потом не осталось какой-то такой целеющей травмы. И как восстановиться после выхода из разрушительных отношений. Для чего это необходимо? Потому что невозможно идти в новые отношения, если, ну, тебе как-то вот фонит твоя предыдущая травма. Потому что когда женщина задает вопрос, как не попасть в отношения с нарциссом, это означает, что она все еще находится, ну, в тех травматичных отношениях с нарциссом. Она все еще рассматривает людей в категориях, вот есть нарциссы, есть не нарциссы. Это травма, которую нужно закрыть. Если вы хотите над этим поработать в рамках моего курса, пожалуйста, записывайтесь, можете смотреть там общую информацию. Также, если у вас есть вопросы для такой личной работы, что-то более глубоко как-то разобрать, можете опять же писать мне личные сообщения в соцсетях, ссылки есть у меня под видео на все мои соцсети. Мы с вами можем договориться, я вас запишу на онлайн-консультацию. Иногда необходимо несколько консультаций, иногда это перерастает в такую длительную терапию, но в любом случае вы получаете определенную такую поддержку и понимание того, что с вами происходит. Очень важно расставить акценты и определить какое-то направление движения, куда дальше жить, какие изменения я хочу, что дальше делать. Вот я помогаю с этим разобраться. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях собственным опытом, на что вы обычно обращаете внимание, когда вот вы познакомились с новым человеком, и на что вы обращаете внимание, чтобы понимать, стоит ли тратить время на выстраивание каких-то таких стабильных длительных отношений, или, например, вы понимаете сразу, что, ну, тут как бы отношения могут быть только такие
люди, так сказать, на вытянутой руке. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своими мыслями, своим опытом. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.